Душой обладают только люди, потому они гораздо выше богов. Боги, она говорит о богах витального, оккультного плана, они не обладают божественной душой, а являются просто существами, которые строго запрограммированы на какой-то определенный вид деятельности. Боги чем-то заведуют, у каждого, так сказать, своя какая-то, так сказать, задача на оккультном плане. Мы не будем касаться даже этой сферы деятельности этих тонкоматериальных существ. Человек имеет божественную душу, он имеет божественное присутствие в себе, а вот те существа тонкого плана, которых мать называет богами, они лишены свободных творческих возможностей, даже в поле отведенной им деятельности. Это просто механические исполнители, которые с абсолютом никак не связаны. То есть какие-то механические исполнители каких-то определенных задач. Так вот, издревле люди общались с витальными богами, приносили им жертвы, играли эти боги с людьми, забавлялись их незрелыми душами, удовлетворяли их наивные просьбы до времени. И отсюда напрашивается вывод, что для человека с пробудившейся душой, общение с богами, разного рода богами, которые на самом деле существуют, их можно назвать богами, можно назвать существами оккультного плана. Общение с ними крайне вредно, ибо человек непременно должен выйти на уровень прямого сотворчества именно с Всевышним Господом, а не с какими-то там посредниками промежуточных планов, увы, не чистых по своей сути. Если является учитель или гуру и говорит: у вас такая-то карма, не думаю, мягко говоря, что это чему-то вам поможет. Если кто-либо придет и скажет: знаете ли, вы были тем-то и тем-то, делали то-то и то-то, не думаю, что это полезно. Мне кажется, это скорее усугубит трудности, столкнув тебя с вещами, от которых ты стараешься избавиться. Все эти самозванные посредники между человеком и Богом, каким Богом? Одному Богу Всевышнему это известно. Все эти врачеватели кармы, ясновидящие чудотворцы всех мастей, являются, по сути, проводниками оккультных или астральных влияний на человека. И соприкосновение с ними у человека, с пробудившейся душой, у которого действительно душа пытается выйти на первый план, и выходит, возникает чувство чего-то липкого, грязного, омерзительного, которое стремится поглотить вас, липко вас захватить и поработить. И от этих людей исходят деструктивные вибрации. И что характерно, что глаза у них или взгляд их, он такой мутноватый, с астральной поволокой. Не встречали таких людей? Нет? Я встречал много таких людей, поэтому я говорю об их взгляде. Это мутный взгляд с астральной поволокой. Как хотите, вы меня понимаете, и я говорю то, что говорю. То есть не ясный взгляд, не теплый, а мутный. Они вроде бы здесь, но их здесь нет. Потому что их, этот самый проводник или их хозяин, он там. Глаза его, не их глаза. Они вроде бы с тобой, но они не здесь. Трудно вам будет различить, да и не надо различать. Чем меньше будете общаться с разного рода людьми, особенно с ясновидящими, врачевателями, не дай бог, это не нужно. Понятно, наверное? Или общались уже? Нет? Повезло тем, кто не общался, и повезло тем, кто общался и вышел, в общем-то, неповрежденным. Ладно. И вместо теплого приветствия эти люди окидывают вас недобрым, всевидящим оком, и с радостью напоминает вам либо о вашей тяжелой семейной карме, либо о вашей нездоровой печени или поджелудочной железе. Ясно? То есть они сразу вас берут в плен. Но они же не ошибаются, потому что у каждого же проблема и с этим, и с тем, да.
Вы же их придумываете иногда проблемы, иногда они на самом деле есть. А если нет, то как бы вспомнить, ой, действительно она была, все видит всевидящий-то. Вот и попались в плену. Ясно? Осторожно. Причем напоминают вам о ваших прошлых, якобы трагических воплощениях, либо о прочих грязных вещах, которые вы в прошлом совершили, либо наоборот, вы были очень сильно возвышенным и вообще великим, но почему-то опять здесь оказались, непонятно почему. Ясно? Так что остерегайтесь таких людей, умейте их различать и держитесь от них как можно дальше, дабы не быть соблазненными ими, особенно если ваша неокрепшая душа еще испытывает колебания в выборе пути, в правильности выбора. Понятно?